Меня зовут Миша. Твои мама и папа не из Америки. Это абсурд. То есть ты самый маленький? Да. Ну, а вообще расскажи, чем ты занимаешься в жизни? Несколько лет назад я играл в спектакле в Нью-Йорке. Изучать русский для тебя трудно? Полезно знать. Ты можешь дать советы другим людям, чтобы они тоже улучшали их русский. Что нужно делать? Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я покажу вам интервью с моим студентом. Его зовут Миша. Я думаю, что вам будет очень интересно узнать о его жизни. Мы поговорим, откуда он, чем он занимается. Довольно простое интервью, но тем не менее, я думаю, что это хорошо для тех, кто хочет практиковать их слушание и понять, как изучать русский лучше. Ну что, вы готовы? Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, потому что много людей в последнее время не могут найти мой канал. Ну, я думаю, что теперь вы точно готовы. Поехали! Привет, друзья! Привет. Вот мы сегодня наконец-то встретились с Мишей. Привет, Миша! Всем привет, друзья. Миша мой студент, и... Или к счастью. И он со мной изучает русский уже примерно сколько? 2 года? 2 года. 1,5 или... Я точно помню. Я тоже точно не помню. Ну, в общем, давно, но не так давно, чтобы говорить еще идеально, поэтому... Просто слишком весело. Да, будет все хорошо. Значит, сегодня я решил сделать интервью с Мишей. Я извиняюсь, если будет слышно другой звук, но мы постараемся говорить четко и громко. Хорошо? Вот. Значит, Миша, давай, расскажи, во-первых, кто ты, представься, откуда ты и почему ты изучаешь русский? Меня зовут Миша, но я полагаю, что это также зависит от того, кого ты спрашиваешь, потому что мои друзья, актеры, музыканты зовут меня ИК, потому что я использую это имя для моей музыки и фильмов. И я родился в Нью-Йорке, но я уже живу в Бостоне много лет. И что еще? Да, ну то есть ты из Америки? Да, из Америки. Все верно. Однако твои мама и папа не из Америки. Нет, моя мама из Украины, и мой отец из Нигерии. Из Нигерии, точно. А из какой части Украины твоя мама? Она жила в Львове. В Львове. Да. Угу. Хорошо, интересно. И твои мама и папа, они встретились в Америке? Ну, это типичная вещь. Она встретились в Нью-Йорке. О, Да. город любви. И, Миша, расскажи, пожалуйста, значит, вот ты из Америки, твой папа из Нигерии, твоя мама из Украины. Ты был там вообще, в этих странах? Еще нет, но я так надеюсь, что однажды в будущем. Ну да. На самом деле, мой брат и сестры, они уже поехали. Они уже были там? Они были в Украине, в Нигерии? Оба. Там и там. Классно. Сколько у тебя братьев и сестер? Много. Много. У меня 4 старшие сестры и 1 старший брат. Вау. То есть ты самый маленький? Да. Но Это я Миша, очень маленький большой мальчик. человек. Хорошо. То есть интересно. И ты считаешь себя американцем? Я уверен, я 100% американский человек, но я полагаю, что в этот момент я просто пытаюсь найти мои украинские корни. Понимаю. Ты стараешься найти свои украинские корни. К сожалению, в Бостоне у нас нет слишком много из них. Я решил учиться русский язык, потому что я могу с ними практиковать каждый день. Вот, я только что хотел спросить. Я думаю, что наши друзья обязательно спросят в комментариях, почему изучаешь не украинский, да? И ты сказал, потому что легче найти людей, с кем можно практиковать русский. Да, я хотел учиться украинский язык, и мне плохо от этого, но опять
однажды в будущем. Когда ты был маленький, твоя мама, она говорила с тобой по-украински? По-украински. Когда я был маленький, я говорил с ней почти каждый день по-украински, но мой отец и его семья, потому что они из Нигерии, они никогда не понимали, о чем мы говорили, поэтому я просто перестал и все забыл. Это должен был быть секретный язык между тобой и твоей мамой. Я не знаю. Ну хорошо, интересно. Ну а вообще расскажи, чем ты занимаешься в жизни? Кто ты по профессии? У тебя несколько профессий, не правда ли? Я риэлтор. Ну, когда я был в школе, на самом деле я хотел быть юристом, потому что Юристом? Потому что моя мама всегда сказала мне, что я знаю, как лучше спорить с кем-то. Да, Миша хороший спорщик, поэтому, когда ты работаешь риэлтором, ты тоже споришь о цене, да? Да. Дай мне деньги. Хорошо, но риэлтор это, так сказать, та работа, которая приносит, ну, наверное, стабильный доход, да, у тебя есть стабильные деньги. Да. Но вообще по образованию ты не риэлтор, да, ты учился на музыканта. Да, закончил консерваторию. Да. Очень нелегко, я думаю, потому что в консерватории, мы вот сегодня только что говорили, если вы, друзья, смотрели фильм, который называется по-русски «Одержимость», по-английски называется «Whiplash», то вы знаете примерно, через что Миша проходил, когда учился там. Именно. Очень тяжелая такая моральная школа. Да. И когда я был, наверное, около 4 лет, я начал играть фортепиано. И несколько лет спустя я начал изучать другой инструмент, перкуссия. И теперь я могу играть на гитаре, но не очень хорошо. Просто это достаточно для моей музыки. Понятно. Да. Интересно. И ты пишешь музыку сам, да? Да, я люблю писать музыку. Да. Какую музыку ты пишешь? Это классическая музыка, это рок-музыка, это электронная музыка? Что это? Я всегда любил слушать рок-музыку, но потому что классическая музыка всегда была большой частью моей жизни. Я все еще пытаюсь использовать эту, да, в моей музыке. Это классно. Я люблю слушать. Мне нравится, ты знаешь, такой симфонический оркестр и рок-группа вместе. О, очень классно. Ты знаешь, что я люблю слушать Muse? Muse, да. По-русски муза. Да. Группа, да. Раньше я сказал неправильно. Muse. Muse, да. По-английски правильно Muse, да. Поэтому мы тоже говорим Muse, да. Но мы говорим, да, Muse. Русское произношение неправильно, да. Интересно. И хорошо, значит, ты работаешь риэлтором, ты пишешь свою музыку, и твоя музыка, где мы можем ее послушать? Ты делаешь альбомы на Spotify или где? У меня есть несколько песен на YouTube, Spotify, есть веб-сайт, называется Bandcamp. Bandcamp, я слышал об этом, да. Это как SoundCloud, да, немножко похоже? Да. То же самое, да. Интересно. Но ты еще кое-чем занимаешься, да? У тебя есть другая работа. Да. Какая работа? Ты актер. О, да, я очень забыл. Голливуд. Конечно, да. На самом деле Его друг Брэд Питт. Да. Нет. И Морган Фриман тоже. Моя подработа. Потому что несколько лет назад я играл в спектакле в Нью-Йорке, Off-Broadway. Очень... Недалеко от Бродвея. Да. Я не знаю, как сказать. Just underneath. Да. Интересно. Но сейчас ты готовишься к какой-то роли, да? Я слышал, что скоро у тебя будет интересный проект. Да. Я уже сделал несколько из них, но не закончил. Понимаю. Но интересно, да? То есть у тебя, получается, много разных хобби, много разных, я бы сказал, таких дел, которые тебе очень нравятся, да? То есть я думаю, что в этом плане мы с Мишей очень похожи. Я не актер, но когда я был маленький, мне тоже очень нравилось играть. Я даже думал идти в актерское училище, актерский колледж, ты знаешь? Я думал, но
мне все говорят, ты будешь бедный. Потому что зарабатывать актером очень трудно. Да. Мне тоже нравится музыка, но я не закончил консерваторию, конечно. Я только самоучка. Знаешь, самоучка? То есть сам себя учил. То есть я играю тоже на барабанах. Так что да, во многом похожи. Вот. Но я думаю, что я не очень умею хорошо убеждать людей. Понимаешь? Убеждать. Like to convince, to persuade people. Я не очень хорошо. Я делаю это, может быть, естественно, натурально, окей. Но вот чтобы я думал, окей, этот человек, мне нужно много денег. Как это сделать? Мне трудно. Вот. Но я понимаю тебя, да, это классно. Это классно. И ты думал быть политиком? Блин. В Америке очень популярная профессия быть политиком. Да. Я думаю, что твои корни помогут тебе добиться высокого уровня. Я всегда могу сказать несколько разных вещей об этом, но это плохая идея, наверное. Хорошо, хорошо. В следующий раз, следующее интервью с президентом Михаила Джудова. Окей, прикольно. Ну, а вообще, что ты любишь делать в свободное время? Расскажи. Ну, вот у тебя очень много работы, я знаю, у тебя мало свободного времени, но у тебя есть семья. Расскажи про твою семью, твою жену, твои дети. У тебя есть 2 ребенка. Ты же знаешь мою жену, Марису? Я знаю, Да-да. ребята не знают. Да-да, она здесь с нами. Где-то там. Где-то. Ты знаешь, что у нас есть 2 птицы. Да. Да. Очень милые птицы. Каждый Да, раз, когда громкие у нас... птицы. Громкие, но Но я люблю их. использую Zoom, и поэтому обычно я не слышу птиц, но я вижу, как они сидят у Миши на плечах, на голове, на пальце во время урока. Это очень мило. Да, попугай, да? Это... Попугаи, да. Я думаю, это называется как волнистый. Я не знаю, как это называется по-русски, этот тип попугая, да. Но очень маленькие такие, милые. Вот. Хорошо, хорошо. И, ну да, я хотел спросить, что ты любишь делать, когда ты не работаешь? Я очень люблю гулять в природе. Несколько дней назад мы гуляли вместе в горах, да? Да, Где да. ты живешь, да? В Далате? В Далате, да. Очень спокойно. Да, очень классно. Очень прохладно. Сейчас мы в Хояне, и тут... пуф. Я уже хочу возвращаться. Да, я тоже. Очень жарко здесь. Очень, да. Вот. О, блин. Ну, интересно. Ну, а расскажи, вот изучать русский для тебя трудно? Да. Ребята, он вас понимает. Иначе начну думать об этом. О, не хочет думать. Ну, вообще, как ты, скажем, какие ты можешь дать советы другим людям, чтобы они тоже улучшали их русский? Что нужно делать? Продолжайте, потому что я уже учусь русский язык около 3 лет, наверное, и я все еще делаю слишком много глупых ошибок. И, ну, как ты уже сказал тебе, и даже когда я говорю по-английски, я делаю слишком много глупых ошибок. Все нормально, мы все делаем ошибки, это не проблема. Даже сейчас я все еще пытаюсь понять, как спрягать некоторые слова. Это абсурд. Да, я думаю, что когда вы занимаетесь каким-то делом, если оно вам нравится, даже если у вас не всегда хорошо получается, все равно продолжайте. Знаешь, когда вы продолжаете, то... Самая важная вещь. Все будет хорошо, да, не сдавайтесь. Иногда я просто хочу перестать, но я люблю учиться, да, это самая важная вещь. Хорошо, Миша. Ну, вообще, какие у тебя планы на будущее? Ничего. Миша живет в настоящем, здесь и сейчас. Да, carpe diem. Неважно, что будет потом, что было после. В Америке мы просто говорим, я хочу жить в моменте. В моменте, да, в настоящем моменте. Да, именно. Тогда я пытаюсь, я не хочу думать о будущем. будущем. Слишком много. Да, когда ты начинаешь делать планы на будущее, но потом ничего не работает, у тебя стресс. Именно, да. И у меня есть достаточно стресса. Да, уже достаточно стресса в жизни, больше стресса не надо. Да, я понимаю тебя. Слушай, ну здорово, Миша, хорошо, спасибо тебе, что ты пришел сегодня к нам на интервью. Есть у тебя какое-то последнее слово сказать нашим зрителям? Зрителям я никогда не слышал это слово. Зрители — это люди, которые смотрят мой канал, они зреют. Зрить — это значит смотреть. Полезно знать. Да, у нас есть
кто слушает подкаст, слушатель. Кто смотрит YouTube, зритель. Теперь я знаю. Да. То есть, что ты можешь сказать зрителям? Ты сказал, продолжайте, это Да, хорошая именно фраза. это было достаточно. Да. Это была его, как сказать, это была его последняя фраза, но я использовал ее раньше. Да. Ой, ладно. Ну все, друзья, приезжайте во Вьетнам, и вы также можете со мной сидеть здесь и записать интервью, и рассказать о вашей жизни. Я думаю, что все будет интересно. Если вам хочется узнать больше о жизни Миши, пишите в комментариях, он ответит, да? Я очень забыл, извини, но я хотел поблагодарить свою подругу Марину из канала Easy Russian. Easy Russian. Ребята, очень классный канал. Ты хочешь ее поблагодарить, потому что она твой учитель. Да. И где-то в октябре мы будем снимать клип для моей музыки. Круто. Это очень весело. Где мы можем посмотреть этот клип? На Ютубе, да? Он будет? Да. Хорошо. Когда появится клип, я вернусь к этому видео и оставлю в комментарии ссылку на клип, да? Пока сейчас, наверное, не будет, но посмотрим. Я не знаю, когда я смонтирую это видео, когда я его запощу. Но, тем не менее, да, будет интересно посмотреть. Все, пока-пока. Пока. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели. Хочу сказать спасибо всем людям, кто поставил лайки. И я также спасибо всем моим патронам на Патреоне. И если вы также хотите меня поддержать, вы можете перейти по ссылочке вот здесь или здесь, где-то будет ссылка. И отдельное спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Холли, Андрея, Брюсли и Майкл. Благодарю вас. Всего хорошего, друзья. До скорого и пока-пока.